История Майи началась не в уютном гнезде и не в окружении заботливых рук. Она началась там, где жизнь маленького существа обычно обрывается, быстро и незаметно, на обочине огромного шумного шоссе. Маленький щенок породы питбуль, которому было всего несколько месяцев от роду, оказался совершенно один против летящих на огромной скорости машин. Рев моторов оглушал ее, а ветер от проносящихся фур едва не сбивал с лап. Она была напугана, голодна и измучена жарой. Каждый автомобиль был потенциальной угрозой, и лишь чудом Майя не выбежала на проезжую часть. Когда спасатели получили сообщение о брошенном щенке на трассе, они не ожидали увидеть такое крошечное беззащитное создание. Ее нашли в пыли, прижавшуюся к земле. В тот момент в ее глазах не было ничего, кроме первобытного страха. Но как только человеческие руки коснулись ее грязной шерстки, что-то изменилось. Вместо того, чтобы зарычать или убежать, она просто закрыла глаза и замерла, отдаваясь на волю судьбы. Майю привезли в местный муниципальный приют. Это место, где всегда слишком громко от лая сотен собак, где пахнет дезинфекцией и безнадежностью. Для собаки с такой внешностью, как у Майи, шансы на быстрое усыновление обычно невелики. Клеймо породы часто пугает потенциальных владельцев. Однако у Майи был секрет. Как только она немного пришла в себя, сотрудники приюта заметили нечто невероятное. Стоило кому-то подойти к ее клетке, как уголки ее пасти начинали дрожать, а затем медленно ползли вверх. Это не был оскал, это не было проявлением агрессии. Майя улыбалась. Настоящей, широкой, человеческой улыбкой, от которой ее глаза превращались в узкие щелочки, полные обожания. Один из волонтеров снял короткое видео, где Майя, виляя всем телом, демонстрирует свою обезоруживающую улыбку прямо через сетку вольера. Видео было выложено в социальные сети с простой подписью: «Эта малышка не может перестать улыбаться в ожидании дома». За одну ночь ролик набрал миллионы просмотров. Люди со всего мира писали слова поддержки, но Майе нужен был не лайк, а семья. Елена и ее муж не планировали заводить еще одну собаку. В их доме уже жили 2 питомца, и жизнь была вполне размеренной. Но когда Елена наткнулась на видео с улыбающейся Майей, ее сердце дрогнуло. «Я смотрела на этот экран и понимала, что эта собака особенная. В ее улыбке было столько чистоты и желания быть любимой, что я просто не могла пройти мимо», – вспоминает она. На следующее утро, как только приют открылся, семья была на месте. Когда волонтер вывел Майю в комнату для знакомства, произошло то, что окончательно развеяло все сомнения. Маленький щенок не стал носиться по комнате. Она прямиком направилась к Елене и, встав на задние лапы, уткнулась головой в изгиб ее шеи, издав тихий, похожий на вздох звук. Это было мгновенное узнавание. Майя словно говорила: «Наконец-то вы пришли, я так долго вас ждала». Семья узнала, что они были первыми, кто приехал за ней после публикации видео. Елена приняла это как знак. Судьба вела их друг к другу по тому самому шоссе, где Майя была найдена. Путь домой стал для Майи началом новой главы. Но адаптация не была мгновенной. В новом доме ее ждала встреча с соплеменниками. Хлоя, белоснежная и пушистая собака, похожая на облако, встретила новенькую с явным скепсисом. Первые 2 дня она демонстрировала высшую степень безразличия, буквально делая вид, что Майя – это прозрачный призрак. Барон, крупный и статный пес, главарь домашней стаи, тоже был озадачен. Он не привык делиться своей лежанкой и тем более вниманием хозяев. Майе пришлось проявить всю свою дипломатию, и здесь ее характер раскрылся в полной мере. Оказалось, что за ангельской улыбкой скрывается невероятно настойчивая и веселая натура. Майя не обижалась на игнорирование. Она просто подходила к Хлое, осторожно брала ее за ошейник зубами и тянула в сторону коробок с игрушками. «Пойдем играть, ну же», читалось в каждом ее движении. Против такого напора любви не мог устоять никто. Вскоре барон и Хлоя сдались, приняв маленькую улыбашку в свой круг. Каждый день в новом доме был для Майи открытием. Она никогда не видела лестниц
и поначалу смотрела на них, как на непреодолимые горы. Ее первые попытки подняться на второй этаж были одновременно трогательными и комичными. Она долго примирялась, заносила лапу, а потом сдавалась и начинала смешно хрюкать от досады. Хозяева терпеливо учили ее, шаг за шагом, пока она не научилась взлетать по ступеням с грацией горной козочки. Выяснилось, что Майя – обладательница уникального голоса. Она не просто лаяла, она ворчала, сопела, издавала странные горловые звуки, когда была возбуждена или хотела получить лакомство. Ее неуклюжесть стала семейной легендой. Майя могла запутаться в собственных лапах, играя с мячом, или уснуть в самой нелепой позе, свесив голову с дивана. Но неизменным оставалось одно – ее улыбка. Она появилась каждое утро, когда хозяева просыпались. Она сияла, когда Майя видела поводок в руках Елены. Она становилась особенно широкой, когда вся семья собиралась на диване для вечернего отдыха. Елена часто размышляет о том, как сложилась бы жизнь Майи, если бы не то случайное видео. История этого щенка стала для многих символом надежды. В мире, где так много жестокости и равнодушия, маленькая собака с обочины шоссе напомнила людям о важности сострадания. Майя не помнит зла. Она не боится машин, хотя те едва не лишили ее жизни. Она не боится людей, хотя именно человек оставил ее одну на трассе. Ее способность прощать и любить безусловно – это то, чему люди могут только поучиться. Сегодня Майя взрослая статная собака, но она все тот же щенок в душе. Ее история стала классикой, вдохновившей тысячи людей обратиться в приюты, вместо того, чтобы покупать породистых собак у заводчиков. Ведь где-то там, за бетонными стенами, в тишине вольера, возможно, прямо сейчас сидит еще одна Майя, которая просто ждет своего шанса, чтобы улыбнуться миру. Когда вы смотрите на Майю сегодня, вы видите счастливое животное, которое знает, что оно дома. Она больше не дрожит от страха и холода. Она знает вкус хорошего корма, тепло камина и нежность хозяйских рук. Ее жизнь наполнена простыми радостями. Погоней за белками в саду, борьбой за любимую пищащую игрушку и долгим сном на коленях у Елены. Семья Майи говорит, что они получили от этой встречи гораздо больше, чем дали сами. Мы думали, что спасаем ее, но на самом деле она спасла нас от обыденности. Она научила нас радоваться мелочам и всегда встречать новый день с улыбкой, несмотря ни на что. Эта история о силе одного маленького жеста, о том, как одна улыбка может пробить стену отчуждения и изменить судьбу. Майя продолжает улыбаться, и каждый раз, когда она это делает, мир становится чуточку светлее. Она – живое доказательство того, что любовь не имеет породы, а счастье – это не отсутствие трудностей, а умение светиться изнутри, даже если когда-то ты был совсем один на темном шоссе.